Сорос, Трамп и русская Рапунцель – тайны и загадки острова грехов Эпштейна. Что скрыто за грифом «секретно»? История миллиардера Джеффри Эпштейна уже несколько лет остается одной из самых загадочных и громких в мире. Его частный остров в Карибском море, ставший синонимом разврата и роскоши, до сих пор окружен ореолом тайн. В делах, раскрытых прокуратурой США, фигурируют десятки влиятельных персон, от Дональда Трампа и Билла Клинтона до физика Стивена Хокинга. Следствие упоминает сотни пострадавших, а вокруг этого дела множатся самые разные слухи, от педофилии и торговли людьми до легенд о так называемом адренохроме, якобы добываемом ради вечной молодости для мировой элиты. Попробуем разобраться, что именно скрывает остров Эпштейна и какие факты уже стали достоянием общественности. Остров грехов. Летом 2019 года ФБР провело обыск в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее он уже попадал под следствие по обвинению в сексуальных преступлениях, но, как выяснилось, не только не прекратил свою деятельность, а наоборот, создал целую сеть эксплуатации несовершеннолетних. Именно тогда мир впервые услышал об острове Литл Сент-Джеймс, личных владениях Эпштейна, где, по версии следствия, происходило многое из того, что потом легло в основу громкого дела. Меньше чем через месяц после ареста последовало новое потрясение. Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Официально заявили о самоубийстве, однако характер повреждений вызвал сомнения даже у специалистов. Эксперты указывали на признаки возможного убийства, а охранники, как выяснилось, несколько часов не проверяли камеру заключенного. Позже стало известно и о странностях с видеозаписями. Из архивов Министерства юстиции США исчезла целая минута видеонаблюдения. Этот факт стал очередным поводом усомниться в официальной версии смерти финансиста. Тем не менее, скрыть правду оказалось невозможно. Из документов и свидетельств стало ясно, что Эпштейн организовал целую систему, куда вовлекались известные люди со всего мира. Проблема в том, что главный фигурант дела умер, и привлечь его к ответственности уже нельзя. Следствие переключилось на ближайшее окружение миллиардера. Массаж серого кардинала. Эпштейн не действовал один. Его правая рука – светская дама Джислейн Максвелл, дочь британского медиамагната. Сегодня отбывает наказание в тюрьме США. После смерти Эпштейна именно она оказалась в центре обвинений. Прокуратура утверждает, что Максвелл помогала подбирать несовершеннолетних девочек и фактически руководила процессом. На одном из судебных слушаний в декабре 2021 года пострадавшие рассказывали, как все начиналось. По их словам, Максвелл предлагала девушкам подработку, массаж для состоятельного человека. Однако, как утверждают потерпевшие, эти массажи быстро перерастали в принуждение к половым актам. На суде присяжным даже показали один из массажных столов, изъятых при обысках в 2019 году. Одна из свидетельниц, фигурирующая под псевдонимом Джейн, не смогла сдержать слез, рассказывая, что происходило в доме Эпштейна. Она утверждала, что Максвелл не просто знала обо всем, но и участвовала лично. По материалам прокуратуры, Джислейн искала новых жертв через тех, кто уже оказался в сети Эпштейна. Девочкам платили небольшие суммы, несколько сотен долларов, чтобы те приводили других. В феврале в распоряжении прессы оказался так называемый список массажистов, документ с 254 именами, однако все фамилии в нем были замазаны. Некоторые имена тем не менее известны. Среди них Вирджиния Джуффере, Йоанна Сёберг и русская модель Руслана Коршунова. История последних двух особенно трагична. Вирджиния Джуффере одной из первых открыто заявила о преступлениях Эпштейна и подала иск против Максвелл еще в 2015 году, задолго до ареста финансиста. В апреле 2025 года стало известно о ее гибели. Руслана Коршунова, получившая прозвище «Русская Рапунцель» за долгие волосы, погибла в Нью-Йорке в 2008 году. Полиция сочла это самоубийством, но британские журналисты предположили, что девушка могла стать жертвой секты. Позже из документов о полетах Эпштейна выяснилось, в июне 2006 года Коршунова летала с ним на тот самый остров.
По мнению следователей, именно Максвелл могла организовать эту поездку. Записная книжка и полетные журналы. После гибели Эпштейна в распоряжение следствия попали документы, которые теперь называют «золотым архивом», записная книжка и журналы полетов его частных самолетов. Именно они пролили свет на имена людей, посещавших остров Литл Сент-Джеймс. В списках значились десятки мировых знаменитостей, от политиков и артистов до ученых. Однако прямых доказательств участия большинства из них в противоправных действиях пока не существует. Тем не менее, их имена фигурируют в официальных материалах. Речь идет в частности о принце Эндрю, герцоге Йоркском, имя которого неоднократно упоминалось в ходе расследований. По словам свидетелей, британский принц появлялся в компании Эпштейна и Максвелл не один раз. Пострадавшие Вирджиния Джуфри и Йоханна Сьоберг утверждали, что Эпштейн заставлял их вступать в связь с принцем, когда им было по 17 лет. Сам Эндрю категорически отрицал подобные обвинения, называя их ложью. В записной книжке Эпштейна действительно указаны контакты герцога и его супруги, Сары Фергюсон. Часть данных, телефоны и адреса была зачеркнута, но их наличие подтвердило личное знакомство. Кто еще был на острове? Среди имен, упомянутых в списках Эпштейна, оказались известные деятели культуры и шоу-бизнеса: Дэвид Копперфилд, Леонардо Ди Каприо, Майкл Джексон, Кевин Спейси, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл, Брюс Уиллис и Мик Джаггер. Документы не свидетельствуют о том, что эти люди участвовали в преступных действиях, однако подтверждают их контакты с финансистом и, в некоторых случаях, поездки на его самолетах. Особый интерес вызвала информация о Стивене Хокинге. В марте 2006 года Эпштейн организовал научную конференцию на соседнем острове, пригласив туда нескольких лауреатов Нобелевской премии. Хокинг был среди гостей и, по свидетельствам очевидцев, действительно посещал остров Эпштейна. На фотографиях ученый впечатлен во время барбекю и прогулки в подводной лодке миллиардера. Клинтоны и Пицца-гейт. Еще одно громкое имя в деле – семья Клинтонов. И Билл, и Хиллари Клинтон, по данным СМИ, поддерживали с Эпштейном дружеские отношения на протяжении многих лет. Официальные логи не содержат прямого упоминания фамилии Клинтон, однако журналисты предполагают, что они могли использовать псевдонимы. Известно, что Билл Клинтон неоднократно летал на самолете Эпштейна, хотя позже утверждал, что делал это по благотворительным целям. После ареста миллиардера связи между ними были прерваны. При этом имя Хиллари Клинтон уже звучало в другом скандале, так называемом «Пицца-гейте» 2016 года, когда интернет-пользователи обвинили ее команду в причастности к торговле детьми. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, скандал получил широкий резонанс и усилил интерес к делу Эпштейна. Другие имена и связи. В документах, опубликованных прокуратурой США, фигурируют десятки других фамилий, представителей бизнеса, науки, юриспруденции и журналистики. Среди них Мортимер Цукерман, известный как владелец и главный редактор US News and World Report. В списках также упоминается фамилия Сорос. Указано имя Питер Сорос, однако установить, о каком человеке идет речь, не удалось, и следователи не исключают, что имя могло быть изменено. Любопытную деталь заметили следователи. В записной книжке встречаются десятки контактов, подписанных словом «массаж». Есть «массаж Париж», «массаж Нью-Мексико», «массаж Калифорния» и другие. По мнению следствия, за этими кодовыми записями могли скрываться девушки, которых Эпштейн привозил на встречи с влиятельными гостями. Самый загадочный фрагмент записей – рукописная пометка о секретной службе США. В ней говорится, что сотрудники агентства сопровождали на остров бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Этот факт стал одним из самых обсуждаемых эпизодов в документах. Трамп и мистификация. Одной из самых обсуждаемых фигур в деле Эпштейна остается Дональд Трамп. Еще в 1990-е они были знакомы и нередко появлялись вместе на светских мероприятиях. После ареста Эпштейна журналисты обнародовали выдержки из телефонной книги финансиста. Среди контактов значилось имя Трампа. Когда Трамп стал президентом, он заявил, что народ должен знать правду об этом деле. Однако впоследствии изменил позицию, назвав всю историю фейковыми новостями. 16 июля он выступил с заявлением, в котором обвинил Демократическую партию и СМИ в фабрикации так называемых «списков Эпштейна».
Это мистификация, придуманная демократами. За полгода я сделал больше, чем кто-либо до меня, а они хотят отвлечь внимание с помощью фейковых списков и ложных обвинений, заявил Трамп. Тем не менее, документы Министерства юстиции США содержат прямые указания, что Трамп действительно пользовался самолетом Эпштейна. По полетным журналам один из первых перелетов датируется 11 октября 1993 года. Всего таких записей не менее 8. В начале 2000-х Трамп публично называл Эпштейна классным парнем, однако уже в 2019 году утверждал, что давно не общался с ним и знал его лишь поверхностно. Скандальное письмо и реакция прессы. В 2003 году, как утверждает The Wall Street Journal, Трамп якобы отправил Эпштейну поздравления с днем рождения. По описанию журналистов, в альбоме с личными посланиями Эпштейна нашли машинописную записку, украшенную нарисованным контуром обнаженной женщины, под которым стояла подпись «Дональд». Публикация вызвала бурную реакцию. Трамп заявил, что письмо — подделка, а материал WSJ — фальшивка. «Я не художник и никогда не рисовал женщин. Это фейк и провокация», заявил бывший президент, пообещав подать в суд на издание. Ситуацию подогрел и предприниматель Илон Маск, который летом заявил, что документы по делу Эпштейна не публикуются только из-за того, что в них упомянут Трампа. Позднее Маск удалил свои посты и принес извинения, но интернет, как известно, ничего не забывает. В сухом остатке. На сегодняшний день единственным человеком, реально осужденным по делу Эпштейна, остается Гhislaine Максвелл. Все остальные фигуранты, представители высшего общества, политики, актеры и ученые, так и не понесли ответственности. Следователи отмечают, что каждая попытка публично вскрыть новые подробности этого дела приводит к политическим скандалам и волне спекуляций. Многие аналитики уверены, что раскрытие всей правды может вызвать эффект домино. Если заговорит один из участников, под ударом окажутся десятки влиятельных людей. Смерть Эпштейна фактически поставила точку в расследовании, оставив общество наедине с вопросами, на которые никто не спешит отвечать. Максвелл стала символом этой истории, женщиной, на которую свалили всю вину. Но очевидно одно. За стенами роскошных вилл и под охраной частных самолетов скрывалась система, о масштабах которой мир узнал лишь отчасти.